Неделю назад Хвича вышел на замену в матче против Челси, сделал игру, парижане выиграли 5-2 и теперь отправляются на Стэмфорд-Бридж. Уже сегодня ответная игра, и Кварацхелия может второй год подряд оказаться в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Давайте разбираться, что ждать от этого матча. Друзья, всех приветствую, это по-прежнему Сандро, канал Shotted Media, подписывайтесь, если еще нет, и смотрите игру Георгия Мамардашвили в Стамбуле, да, с опозданием, но я сделал полноценный выпуск, если вы еще не смотрели, вот здесь вот ссылочка, обязательно посмотрите. Ну а здесь хотелось бы разобрать, что нам ожидать от матча Пари Сен-Жермен и Челси уже в Лондоне. Ну для начала давайте немного вспомним, что происходило после предыдущей игры. Я собрал такие интересные мнения и интересные заметки. Переходим к Пари Сен-Жермен. О матче в Париже с Челси очень много сказано, но я хотел бы отметить, друзья, вы, может быть, не знаете или забыли про это. Я, кстати, у Арне Слота после матча спросил, как вам темп, в котором Ливерпуль играет, что вот матчи в АПЛ не переносятся, как, например, у Пари Сен-Жермен. И он удивился, а что, серьезно, Пари Сен-Жермен матчи переносит? Окей, ну тогда не знаю, в премьер-лиге так не происходит. И действительно, вот посмотрите на график Челси и на график Пари Сен-Жермен. Вы видите, что Челси играет больше, и причем не просто больше матчей. Но, например, на выходных перед игрой с Пари Сен-Жермен Челси играл 120 минут в Кубке Англии против Рексхэма. И непростые 120 минут. Да, там состав, может быть, какой-то экспериментальный был, и не все основные игроки, но все равно, друзья, туда надо прилететь, там надо выйти на поле. Это не проходной матч, это давление трибун, СМИ и прочее, прочее, прочее. И обратите внимание, что в итоге матч ПСЖ-Челси, он решается как раз-таки на последних минутах. Как раз вот эта нагрузка, которая есть у команд английской премьер-лиги, ну даром, что ли, одна победа в 9 матчах Еврокубков? Я думаю, что нет. И в итоге концовку Челси проигрывает. И да, мы сейчас говорим про Йоргенсена, про ту ошибку с Витини, которую можно было не допускать, но ведь это оно и есть. Это есть усталость, которая накапливается, и в концовке выливается это все в итоговый результат. Хотя, конечно же, гениальность Хвича отменять не стоит. И 4-й гол, его первый гол в матче, это отдельный шедевр. Но что говорили после матча, в том числе Луис Энрике и другие действующие лица? Ну давайте сначала послушаем Хвичу Кварацхелию, что он сказал после игры с Челси. Поздравляю, Хвича, 20 минут на поле и 2 гола. Это невероятно, что ты сделал сегодня. Да, я рад, что смог помочь команде, но еще больше рад, что мы обыграли Челси, потому что это сильная команда. И в целом я доволен игрой. Многие думали, что вы не сможете показать такую игру. Команда была уставшей. Это отличный день. Да, знаете, я не согласен с этим, потому что мы все еще ПСЖ, и сегодня мы показали всем, на что способны. Во-первых, получается, тебе достаточно всего 30 минут, чтобы стать игроком матча. Не нужно играть даже все 90. Хотя было видно по камерам, что ты был расстроен, не выйдя в стартовом составе. Как это было с твоей стороны? Да, конечно, любой футболист хочет начинать матч с первых минут, а не со скамейки. Но у нас в клубе очень сильные игроки, и я уважаю любое решение тренера. Для меня не так важно, 10 минут или 19. Я всегда хочу отдаваться на 100%. И сегодня я это сделал. Но это не только моя игра, это игра всей команды. Мы сыграли очень хорошо и победили Челси с разницей в 3 мяча. Это важно. Теперь следующий матч нужно сохранять концентрацию. Да, во многом это удивительный результат 5-2, потому что по ходу игры совсем не выглядело, что счет будет таким. Скорее казалось, что будет 2-2. Но теперь у вас хороший задел. Да, и для меня главное, что даже при счете 4-2 мы хотели забить еще. В концовке мы проделали отличную работу всей командой. Думаю, это и есть философия Пари Сен-Жермен. Мы хотим продолжать и продолжать забивать. Будем стараться сделать все возможное и в Лиге Чемпионов, и в Лиге 1. Ты пришел год назад, и примерно в этот момент команда начала набирать ход. Видишь ли сходство с прошлым сезоном? Да, конечно. В прошлом году в начале тоже было сложно, но потом команда справилась. Надеюсь, в этом сезоне будет так же. Нам нужно концентрироваться на своей игре и брать максимум.
Что-нибудь на грузинском скажите нашей аудитории. Madloba. Мадлоба. Ну, об игре пару слов на грузинском. На грузинском, да? Да-да-да. Madloba Gulshamet Grobistis. I think that's the... Думаю, это все, что я могу сказать. Отличная игра. С учетом игры и счета, можно ли сказать, что сегодня мы увидели лучше ПСЖ? Меня лучшего или что? Я не понял. Коллективно. Да, конечно. Я считаю, что команда в целом провела отличную игру. Было 3-2, потом 4-2, но мы все равно хотели забить еще в концовке. Вы видели, как команда классно перешла от обороны к атаке и забила великолепный гол. Думаю, это был лучший гол сегодняшнего матча. Послушали, что сказал Хвича, но давайте насладимся немного атмосферой стадиона. Я сделал небольшую подборку о том, как болели в Париже. Луис Энрике сказал вообще, что он не менял бы состав, даже вот зная, что Хвича вышел на 28 минут, стал лучшим игроком, а плевать, он говорит, мы знали, мы специально его выпускали, и здесь можно спорить сколь угодно долго, но, наверное, все-таки он понимает, что он говорит. Джованни Кастелли, издание «Лекип». Кварацхелия был признан лучшим игроком матча. Возможно, ваше решение оставить его на скамейке в начале такого важного матча удивило. Заставило ли вас его выступление пожалеть об этом решении? Спасибо. Нет? Наша задача как тренеров — находить лучшие решения для игроков. Если бы мы начинали этот матч снова, я бы поступил точно так же. В концовке скажу еще, что Хвича провел свой самый лучший матч за время выступления в Пари Сен-Жермен. 2+1 у него еще никогда не было, тем более за 28 минут. Кто-то из вас задавался вопросом, было ли такое, чтобы человек выходил на поле, проводил 28 минут и становился лучшим игроком матча. Я, честно говоря, пока ответ на этот вопрос не знаю, но еще поищу обязательно и вам, конечно же, расскажу. Друзья, ну вот на этом, пожалуй, все. И давайте подведем итог. Что нужно, чтобы Мамардашвили и Хвича сошлись? Давайте начнем с того, что в сетке они сходятся сейчас. То есть нужно просто, чтобы Ливерпуль прошел Галатасарай, а ПСЖ прошел Челси. Как будто бы ПСЖ большую часть вопросов снял, и футболисты, и тренер после игры говорили, что, в общем, мы будем играть в свой футбол, мы не будем играть на удержание счета, ни в коем случае, и я им, в принципе, здесь верю. Но что касается Ливерпуля, я уверен, что будет непросто. Опять вот эти слухи, спекуляции про то, что у Салаха не все в порядке. Мы видим, как
не реализует моменты Ливерпуль и насколько сплоченно действует Галатасарай. Да, конечно, Ливерпуль мог 3-4 забить, 4-1 выиграть, и вопросов бы не было. Но не забил же. И я думаю, что у Галатасарая будут шансы. Один мяч — это очень маленькое преимущество. Вот Осимхена гол бы засчитали, было бы, конечно, лучше. Кстати, он на табло долгое время провисел как гол забитый, хотя счет был 1-0, но фамилия Осимхена там была. Может быть, такая дань уважения. Но играть можно даже на Энфилде, и мы видели ПСВ, который выиграл 4-1, когда, к сожалению, последний свой матч Мамардашвили домашний в Лиге Чемпионов на Энфилде проводил. И, конечно, чтобы Мамардашвили против Хвича сыграл, я не знаю, хотите вы этого или нет, кстати, пишите в комментах, хотите вы такого противостояния или нет, потому что кто-то в итоге будет огорчен, либо Мамардашвили, либо Хвича, но посмотрим. Так вот, чтобы Мамардашвили и Хвича встретились в Лиге Чемпионов, еще и Алисон должен выпасть на более долгий срок, потому что вот этот сюрприз, то, что его не было в матче с ПСЖ, это было, ну, можно сказать, сенсацией. В общем, вопросов много, ответов пока нет, мы следим. Конечно же, подписываемся на канал, ставим лайки. Лига Чемпионов набирает обороты, будет еще интересней. И я думаю, что сюжетов она даст много крутых. В общем, вот такие расклады. И что я хотел бы еще сказать, что обязательно сегодня следите за моим инстаграмом и ночью, конечно же, за ютубом. Я буду делать максимально оперативно заметки по ходу матча и, конечно же, проанализирую игру сразу после окончания встречи. Прогнозы какие-то боюсь я давать, но, знаете, мне кажется, что будет боевая ничья. Рискну предположить счет 2-2, потому что ПСЖ пропускает. Есть у Челси потери, основной защитник не будет играть, из-за которого Хвича получил желтую карточку в предыдущей игре. Я ожидаю Кварацхелия в старте в этот раз, ну, потому что если он опять выйдет на замену, уже этим Челси не удивить, как минимум поэтому. Поэтому игра обещает быть интересной. И вообще сегодня много классных матчей. Тот же Ман-Сити Реал. Верю, что вы тоже будете смотреть. Пишите ваши прогнозы, что вы ожидаете от Хвичи сегодня вечером.